Приветствую вас, мои дорогие зрители, представители знака зодиака Телец. У нас прогноз вторая декада ноября с 10 по 20 для вашего знака зодиака. Мы посмотрим сферу отношений, работы, карьеры, бизнеса, финансов. Кипер нам покажет сюрприз, неожиданность или просто сделает акцент на чем-то. Еще у нас будет советы от оракулов. Хотел спросить ваше мнение, нужны они, вообще смотрит их кто-то. То, может быть, я зря трачу и ваше, и свое время. Напишите, пожалуйста, в комментариях, вообще обращаете ли вы внимание на советы от оракулов, нужны ли они. Ну, а в конце расклада у нас будет маятник, который ответит на ваш вопрос, да или нет. Тельцы, вторая декада ноября. Что у вас будет происходить в начале? Ваш настрой, ваши ожидания. Что у вас в личных отношениях, в любви, у кого есть они, отношения или брак. И для тех, кто в поиске любви, ваши перспективы. Работа, карьера, бизнес, у кого есть занятость. И для тех, кто в поиске работы, ваши перспективы. Финансы. Что вас ждет в конце этих 10 дней. И совет или предупреждение от Таро. Так, Кипер, наверное, я сначала посмотрю. Таро, Кипер я отдельно выложу. Хорошо. В начале этих 10 дней у вас ложится башня. Башня несет перемены. Конечно, иногда это перемены к лучшему. То есть мы выходим из какой-то, вырваться из какой-то изоляции, тюрьмы. То, что нас сдерживало. Но иногда это может быть в начале этих 10 дней, а вы можете отказаться от каких-то своих планов, то ли, знаете, как вот вы запланировали что-то, и могут люди помешать или какие-то обстоятельства. Кто-то может уйти с работы, у кого-то с отношениями, а кто-то, может быть, будет переезжать. Давайте мы башню сразу уточним. То есть башня всегда говорит, что вот для того, чтобы наша жизнь начала меняться, вот нам нужны вот такие встряски. Да, иногда мы их переживаем болезненно, а иногда это вот, как я говорила, мы от чего-то освобождаемся. Да, тут вот для тех, кто в поиске работы, здесь может быть неожиданный переезд куда-то. Поездка на заработки. Башня может говорить, как я сказала, о каких-то переменах. Звонок поступает, приглашение, но, как правило, неожиданно, и вам нужно уезжать. Может быть, для кого-то это командировка, а для тех, кто ищет, это может быть переезд в другой город, другая страна. Или нахождение работы, связанной с постоянными передвижениями. Это может быть доставка, логистика. Для мужчин это может быть дальнобой. Но больше я думаю, что это переезд даже в другую страну. У кого-то может быть покупка или продажа недвижимости. То есть у вас здесь для тех, кто в отношениях или в браке, здесь паж пентаклей, здесь закладка финансового будущего для вашей семьи. Также это может быть у кого-то ребенок уезжает куда-то, учиться может быть далеко. Ну, как вариант. Давайте мы уточним для тех, кто в отношениях в браке, паж пентаклей. Здесь может быть и помощь от кого-то. Я говорю, здесь переезд какой-то. Вы то ли всей семьей куда-то уезжаете, то ли кто-то один едет, может быть, вот я говорю, по миру на заработки. Вы стояли, ждали этого приглашения. И вот оно поступает, и вам нужно уезжать. Двойка — это или приглашение на новую работу, или это переезд. Но земной шар и водная гладь — это вот куда-то далеко. Также здесь может быть выбор. Вот если у вас покупка недвижимости, покупка, продажа, может быть что-то связано с автомобилем, это выбор. Это может быть несколько предложений, вы выбираете, или это несколько предложений для покупки. То есть вы что-то продаете и уже выбираете, что вы хотите купить. Ну, тут дорога, да, тут дорога, которую вы планировали и долго ждали. Но все равно это как-то для вас произойдет неожиданно.
Но опять же, вот дорога, да, и опять у нас туз жезлов на фоне дома. Кто-то здесь что-то покупает, это начало строительства. То есть вот по башне это поменять жилье, но, скорее всего, туда еще нужно вкладываться. То есть оно еще требовать будет или нанимать рабочих, или делать самим. Может быть, это квартира без отделки или дом недостроенный. Ну, вот что-то такое еще будет требовать вложений. Хорошо, для тех, кто в поиске любви, конечно, сила может показывать и страсти, и бурю эмоций. То есть, может быть, вы с кем-то познакомитесь. Также это может быть справляться с собой, потому что все-таки у нас совет предупреждения отшельника ложится. Может быть, она говорит, что входит в вашу жизнь вот в это время любовь. То есть у вас есть шанс выйти из отшельничества. Тут то ли бороться с самим собой, то ли реально вы согласитесь. Ну, давайте мы одну карту. Согласитесь на человека, ну, то есть на отношения. То есть вас кто-то будет добиваться. Да, ну, рыцарю мечей противостоять сложно. Этот человек знает цель и знает, как ее покорить. Это или представитель воздушной стихии. Но, знаете, этот человек вообще, как рыцарь мечей, он может быть любым. Он может быть жестким, напористым. В то же время может быть очень умным. То есть с ним приятно будет вести беседы. Ну, с ним или с ней, да, смотря кто меня смотрит. Но иногда он бывает обаяшка. То есть вот я говорю, он может одеть любую маску для того, чтобы добиться желаемого. То есть этот человек будет брать вас штурмом. Если эта карта показывает женщину, то тоже эта женщина целеустремленная. И если она вас поставила как цель, она вас добьется. Еще здесь может быть какая-то поездка неожиданная. Так, ну у нас тут 3 рыцаря, да? Может быть, для тех, кто в поиске любви, вы сейчас справляетесь, как бы боретесь с собой, не начинаете никакие отношения, вы ждете какой-то поездки. Вам сейчас не до любви, у вас другие цели. Может быть, реально куда-то переехать по работе, по бизнесу. Ждете какое-то приглашение. Вот как по башне, это что-то неожиданное, да? Это вот звонок, и нужно сорваться в дорогу. Так, сейчас я вам еще одну карту. Я думаю, что здесь больше или с работой связано. Вот вам нужно крепко встать на ноги. То есть вот что-то скопить или добиться успеха в карьере, в бизнесе. А только потом ваша карта, это ваша цель. Тут у вас желание справиться с какими-то трудностями, завоевать какие-то новые территории. Я говорю, может быть, ждете реально вы что-то с работой связано, поэтому вам сейчас не до отношений. Но в любом случае карта говорит, может быть знакомство с представителем воздушной стихии. Тут все будет зависеть от вас. Согласитесь, да, отношения будут. Хорошо. Ну, в работе у нас здесь для тех, кто работает, у кого карьера, тут старший аркан Солнце. Вы знаете, карта говорит о вашем признании, о славе, о почете. Это реализация в творчестве, в каких-то проектах. То есть Солнце всегда вносит ясность. Ясность в решении каких-то сложных, может быть, проблем, финансовых, может быть, были какие-то затруднения. Ну, а если не было, то все равно карта говорит, что вот сейчас ваш авторитет будет расти. Если вы на кого-то работаете, это может быть продвижение по карьерной лестнице, то есть вас оценили как специалиста. Может быть, это достижение мастерства, это какая-то слава, известность, награждение. Может быть, это самореализация в творчестве, в вашем бизнесе. Ну, это карта счастья, процветания и финансового благополучия. Хорошо, для тех, кто в поиске, да, здесь какая-то дорога. Тут то ли переезд в другой город, другая страна, то ли здесь работа будет связана с какими-то поездками, переездами. То есть очень много энергии, очень много движения. Но вот карта говорит, что какая-то ситуация по башне, да, будет развиваться очень стремительно, и вам только нужно будет поспевать. Финансы. Финансы тут 7 кубков. Здесь, может быть, вы какие-то планы строите, тут есть мечты, надежды. Хочу это, хочу, да, как у нас Марфушка говорила в Морозской, мужика хочу, приданного хочу.
Да, может быть, вы что-то здесь планируете, у вас очень много намерений реализовать. Также, может быть, вы надеетесь на получение каких-то финансов. Вот по пажу Пентаклей, может быть, это помощь. Может быть, она говорит, планов-то у вас много, а вот все-таки финансы-то вас ограничивают. Потому что все-таки это карта иллюзий. Так, ну давайте мы одну карту уточним, да, на финансы. Что вы здесь планы строите, о чем? Так, король кубков. Может быть, вам какой-то человек что-то пообещал? Это еще, вот знаете, вот эти планы, мечты, это зарабатывать своим талантом, умением то, что у вас получается. Может быть, это вот относится для тех, кто работает, какое-то здесь достижение большого мастерства. Или вам здесь человек, вот этот король кубков, может быть, что-то пообещал. Ну вот я говорю, здесь для тех, кто в отношениях или в браке, здесь может быть помощь от кого-то вот для реализации задуманного. Тут или куда-то уехать, или, может быть, вот что-то купить, или начать строительство, например, ремонт там дома. Может быть, вы участок земли подбираете, покупаете его. Но стройка, вы понимаете, это очень накладно. Может быть, здесь помощь от такого короля. Но это человек, который к вам хорошо относится. У кого-то здесь ожидание приглашения от этого человека, может быть, вот реально куда-то переехать. Еще здесь может быть как предупреждение. У нас король кубков – это человек, который держит под контролем свои эмоции. И семерка кубков – это очень много желаний и планов. Вот здесь карта говорит, не поддавайтесь, да, на искушение. Может быть, что-то купить, вот захочется вам. Как бы это, может быть, будет лишнее. Потом будете переживать. У нас после семерки, да, когда мы какие-то мечты свои исполняем, приходит восьмерка, разочарование. То есть, может быть, не рассчитаете силы, но это как-то поддадитесь эмоциям. Но это как вариант. И в конце этих 10 дней ложится королева жезлов. Ну, в первую очередь, если карта показывает вас, она говорит, любые ваши начинания обещают быть успешными, особенно все, что касается денег, карьеры, работы. Но это может относиться и к вашей личной жизни. То есть по этой карте вы будете уверены в своих силах, вы будете точно знать, что вы хотите и как вам этого добиться. Но также это не ваша масть. Может быть, для вас важна будет вот такая королева жезлов. Это представительница огненной стихии, Овен, Лев, Стрелец. Может быть, тут помощь по карьере, по бизнесу, по работе, может быть, по домашним делам. Может быть, это ваша родственница. Так, что у нас с этой дамой? У кого-то здесь желание стать матерью. Туз жезлов-то, это может быть и беременность. Как бы я этих карт здесь не увидела, но это у нас все-таки жезлы, да, это огонь, это... Тут, смотрите, или у кого-то страстное желание стать мамой, или у кого-то здесь помощь от этой женщины. Опять у нас паж жезлов или показывает ребенка, или показывает создание партнерства в бизнесе. Что у нас тут было? Опять вот сила-то, это же знак льва. Может быть, конфликт на работе с этой дамой. Тут, смотрите, от королевы жезлов может поступить предложение о новой работе, какой-то поездке, о партнерстве. Известие, звонок, приглашение. Может быть, это вот та дама, которая поможет вам куда-то переехать. Она вас может куда-то позвать. Может быть, это какая-то родственница, а может быть, это новый работодатель, но где-то далеко. То есть вот вам звонок, сообщение, что вас там приняли на работу, и вы срываетесь в дорогу. Совет предупреждения отшельник для тех, кто долго уже в одиночестве. Карта говорит, пора уже выходить. Пора знакомиться, вас ждет новая любовь. Потому что по отшельнику вот посторонние люди могут воспринимать вас как необщительного, нелюдимого человека, вот закрытого вот в своем внутреннем мире. Но еще, может быть, нужно будет с кем-то проконсультироваться, получить помощь.
Это могут быть ваши родители или какой-то человек, ну, который дает советы или консультации. Хорошо. Давайте посмотрим Кипер. Тут или сюрприз, неожиданность, или просто вам, может быть, совет еще какой-то, или на что обратить внимание. Так, Тельцы, 2-я декада ноября. Что нам хочет сказать Кипр? Хайон — это залп в вашу честь. Ну вот для тех, кто работает, у вас там ложится солнце, это реально карта признания. Но еще это звонок, сообщение о том, что вы получили, ну, вот какое-то то, что вы долго ждали. Это может быть реально поездка по работе. Ох, ну тут подарок и помощь. Так, фальшивая персона. Вот у нас рыцарь мечей — это лег для тех, кто работает. Нет, никто работает. Для тех, кто в поиске любви. Почему вы в отшельнике-то? Может быть, вы пережили какое-то предательство? Так, сейчас давайте мы уточним фальшивую персону. С чем она тут у нас связана? С любовниками. Вот любовники — это может быть выбор. Это вот для тех, кто в отношениях. Какой-то выбор, который вам сложно принять. Да, для кого-то это может быть узнать, что у вас в браке есть еще кто-то. Также это кто-то вам мог пообещать какую-то помощь. Но, скорее всего, человек вас подведет. Ничего там таких карт не увидела. Это только для тех, кто в поиске любви. Почему вы сейчас в отшельнике? У вас там рыцарь мечей лег, может быть, у вас был болезненный разрыв, и вы сейчас полностью углубились в работу, в карьеру, в бизнес. Но ограничивайте себя в любви. Ну, вас ждет какой-то приятный подарок или выбраться из какой-то ограничивающей ситуации. Да, может быть, что-то было еще с недвижимостью. Да, если вы здесь покупаете, продаете, там или машину, мы смотрели, да, рыцарь пентаклей, или это участок земли, все-таки фальшивая персона легла. То есть, если вы что-то подписываете, то будьте аккуратней. Если вам кто-то что-то обещал, то человек может вас подвести. Но в любом случае Family Room — это или решение вопросов с недвижимостью. Может быть, ограничивающая ситуация была, что вы жили с кем-то. Почему там у нас легла паш пентаклей? Это получить от кого-то помощь и вложиться, так купить что-то свое. Фальшивая персона, может быть, карта говорит, что вот с кем вы жили, человек к вам плохо относился. Какие-то интриги за спиной. Ну, может быть, это чья-то мама. И это вносило в ваши отношения раздрай. Здесь вам то ли одобряют ипотеку, то ли вам кто-то дает помощь. Может быть, кто-то получает наследство. Вот какое-то приятное известие. Да, вот богатый мужчина и зрелая женщина. Marriage, свадьба. Но еще это заключение какого-то договора. Ну, у кого-то здесь по башне решается вопрос с жильем. Это вот выйти из стесненного состояния, когда вы себя чувствовали как в тюрьме. У кого-то может быть реально переезд в другую страну. Вы не хотите мириться с тем обманом, который происходит там, где вы находитесь. Ну, как вариант. То есть вот вам подарок и помощь оказывают. Так, хорошо. Давайте получим для вас советы. Все хочу покороче, но никак у меня не получается покороче. Так, Тельцы, 2-я декада ноября. Напишите, пожалуйста, нужны вам эти советы? Смотрите вы их. То, может быть, не стоит. Так, это у нас кольцо перевернутое. Сейчас. Обещания, данные чересчур поспешно, могут быть нарушены. Продвигайтесь вперед с осторожностью, оговаривайте время, необходимое вам для того, чтобы быть уверенными в данных вами обязательствах, и сохраняйте свои отношения крепкими и здоровыми. Так, еще совет у нас от оракула
королева Луны, Тельцы, вторая декада ноября. Так. Pleasure – это удовольствие. Ну, тут карта говорит, во-первых, поймите, что делает вас счастливым человеком. Занимайтесь теми делами, вещами, которые делают вас счастливым. Общайтесь только с позитивными людьми, которые доставляют вам удовольствие. Да и вообще наслаждайтесь жизнью. Так, и у нас маятник. Да. Маятник, ответьте, пожалуйста, тельцам на их запрос, да или нет, на вторую декаду ноября. О чем бы они ни спрашивали. Ответ да. Так у нас с вами получился прогноз. Я благодарю вас за внимание. Всем хорошего.